Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев сад. Сегодня вы узнаете про сроки посева на рассаду основных овощных культур. Вы узнаете возраст рассады, при которой она высаживается на постоянное место, а также я отвечу немножко на вопросы зрителей по поводу рассады. Итак, начнем. Почему же не стоит торопиться и высевать рассаду слишком рано? Когда мы высаживаем рано рассаду, к моменту посадки на постоянное место она перерастает. И нередко можно заметить, когда дачники в автобусах, на машинах везут огромную метровую рассаду уже с цветами, иногда с плодами. И вот такая рассада зачастую очень плохо, болезненно приживается на новом месте, долго акклиматизируется, и в итоге огородники получают обратный эффект – более запоздалый урожай. Все нужно делать вовремя. Итак, будем разбирать по каждой конкретной культуре, какой возраст рассады у той или иной культуры. Первая культура, которую обычно огородники сеют самой первой, это баклажаны. И почему-то считается, что январь месяц, конец января, уже все, нужно хвататься за стаканчики, за семена и сеять вот эти несчастные баклажаны. Но на самом деле рассада баклажанов формируется за 60-70 календарных дней. И вы только представьте, какая у вас она будет переросшая. У вас еще весь февраль впереди, март, апрель, и только, может быть, к началу мая, если позволят погодные условия, вы эти баклажаны посадите на постоянное место. И в это время рассаде будет уже около 100 календарных дней. Рассада будет переросшая в 2 раза. Почему же раньше все сеяли вот именно рассаду в конце января, в начале февраля уже там начинали эти баклажаны сеять? Дело в том, что раньше практически никто не пользовался фитолампами, но не было их в продаже, негде было их взять. Выращивали рассаду на подоконнике. И естественно, при только лишь естественном освещении, без дополнительной подсветки, рассада развивалась достаточно медленно. Ей не хватало света, а иногда и тепла не хватало. Рассада росла медленно, поэтому и высевали рано, чтобы был запас времени. Если есть фитолампы, есть возможность досвечивать фитолампами, то рассада сформируется за 35-40 календарных дней. Этого достаточно, чтобы вырастить полноценную рассаду баклажана. То же самое касается перцев. Возраст для рассады перца, вот если почитать литературу, всегда указано 60-65 календарных дней, а то и 70. Но на самом деле, если мы будем использовать фитолампы, хорошую подсветку, рассада перца сформируется в 2 раза быстрее. Опять же, за дней 30, за 40 вы получите полноценную, хорошую, крепкую рассаду перца, готовую для постоянного места. Что касается рассады томатов. Томаты развиваются очень-очень быстро. И хорошая рассада, даже без дополнительного освещения, формируется для ранних сортов за 50 календарных дней, для средних, поздних сортов за 55-60 календарных дней. Это без дополнительного освещения. Если есть доп. Освещение фитолампами, опять же, сроки сокращаются в 2 раза. Рассада формируется за месяц. И вот посмотрите, вот куст томатов. Это балконное чудо. Видите, этот куст уже весь в цветах, и уже даже плоды висят на нем. И вот этому кустику от момента посева всего лишь 50 дней. Вот за 50 дней что мы получаем под фитолампами. Поэтому, опять же, с томатами на рассаду нельзя торопиться. Особенно для открытого грунта. В открытый грунт томаты высаживаются в нашем регионе во второй половине мая, а в этом году и вовсе в начале июня из-за сильных возвратных заморозков, из-за холодов. Поэтому, опять же, не спешим. Даже если вы посеете для открытого грунта ранние вот эти всякие томаты, в конце апреля рассада успеет сформироваться до момента посадки в открытый грунт. Как правило, для теплицы томаты я высеваю во второй половине марта. Кстати, кто живет в своем доме, может быть, кто-то в деревне, на даче, в частном секторе в городе, и есть теплицы на участке, крепкую рассаду вырастить гораздо проще, с меньшими, как бы сказать, усилиями. Обычно в апреле месяце я уже начинаю пикировать. Там перцы, томаты, все по отдельных стаканчиках я рассаживаю, и все это я выношу в теплицы.
А в теплице днем, даже если на улице не слишком жарко, там, допустим, на улице может быть плюс 5, плюс 10, но светит солнце, в теплице всегда будет очень хорошо, очень тепло. Плюс 20, плюс 25, а то и до 30 градусов тепла там будет всегда. И вот в таких теплых условиях при достатке солнца не требуется какое-то дополнительное освещение. Рассада там себя чувствует просто чудесно. На ночь я всегда укрываю затем вот эту рассаду, еще в теплице поставленную, спанбондом в 2 слоя. И если обещают синоптики на ночь заморозки, понижение температуры, я включаю обогреватель. И в итоге без дополнительных подсветок рассада получается очень такой крепкой и коренастой. Кроме того, на ростовые процессы, на ускоренный рост рассады влияет и применение различных микроорганизмов. Это в первую очередь и сенная палочка, и триходерма. Допустим, вот сенная палочка влияет очень хорошо на развитие корневой системы. У рассады формируется очень мощная корневая система. Что касается триходермы, триходерма также благотворно влияет на развитие корневой системы. И еще улучшаются процессы питания растений. Лучше растения потребляют питание благодаря триходерме. Значит, был вопрос такой про триходерму. Вот, мол, триходерма, если посеять сухими семенами, она оболочки семян съедает и семена не всходят. На самом деле это не так абсолютно. Пока триходерма эту оболочку съест, уже семена взойдут у вас. Поэтому не бойтесь применять триходерму. Никакую оболочку семян она не съедает. Причем я уже рассказывал в ролике про грунт, что триходерма вносится заблаговременно в грунт для посева семян, хотя бы за 2 недели, а лучше за месяц, чтобы за это время триходерма там активизировалась, разрослась, подъела растительные остатки, может быть, какие-то фитопатогены уничтожила. И самое главное, что грунт должен быть влажным, увлажненным водой, чтобы там триходерма активизировалась, и стоять в теплом месте. Если вы возьмете раствор триходермы, зальете в этот грунт, перемешаете и поставите где-то в холодную веранду, где-то в сарай занесете, конечно же, в холодных условиях триходерма работать не будет. Грунт должен стоять дома в тепле. Тогда она активизируется, и ваш грунт полностью будет готов для посева семян. Про выращивание триходермы я уже рассказывал, как на трутовике вырастить, как на перловке из вот этой вот заквасочки. Посмотрите, самый дешевый вариант, который продается в каждом садовом магазине, это лампы китайские, как мы их называем, да, марганцовочки, кто-то их называет, светят розовым таким светом. И вот зачастую весной можно на подоконниках у людей вот такие лампы заметить. Вот эта лампа, она не мощная, здесь всего лишь 24 ватта эта лампа. И, допустим, если вы выращиваете рассаду на стеллаже, у вас нету дополнительного естественного освещения вот этого, да, солнечного света, то такой лампы будет недостаточно для рассады. Рассада все равно будет вытягиваться, маловато вот такой лампы. Но если вы выращиваете, допустим, рассаду на подоконнике, есть хотя бы немного вот это солнечное освещение, вот как раз-таки для подоконников такие лампы подойдут. Вы просто дадите вашим растениям чуть больше света. Они будут нормально себя чувствовать, не будет рассада вытягиваться, все будет хорошо. Если вы выращиваете исключительно на стеллажах, где-то на столах каких-то, да, рассаду, не хватает у вас места на подоконниках, тогда придется использовать лампы более мощные. Я использую лампы мощностью 40 и 50 ватт. Вот такие лампы как раз-таки подходят для, значит, для стеллажей, для столов, где не попадает солнечный свет. И в итоге рассада не вытягивается. Такие же лампы я использую и для домашнего огорода. Вот эти мощные, 40-50 ватт. Вот, допустим, вот эти томатики, огурцы я показывал в прошлых роликах, я их выращиваю под такими достаточно мощными фитолампами. Хотя читал до этого информацию по домашнему огороду, и многие блогеры советуют использовать фитолампу мощностью 70-80 ватт для домашнего огорода, но из опыта скажу, что хватает и 40-50 ватт вот таких ламп для домашнего огорода. Видите, растения не вытягиваются, какие крепенькие томаты, цветут, все хорошо. Ну и еще одна культура, которую я выращиваю через рассаду, вернее не одна, а несколько, это арбузы, дыни и огурцы. Но вот эти культуры я сею в самые-самые поздние сроки. Наверное, это
вот те культуры, с которыми ни в коем случае нельзя торопиться, категорически нет. Переросшая рассада и арбуза, и дыни, и огурцов может и вовсе не прижиться на новом месте. Вот. Значит, когда их высеваю? Высеваю ориентировочно с 15 по 20 апреля. Вот эти культуры на рассаду. И всего лишь за 20-30 дней у меня получается готовая крепкая рассада для высадки на постоянное место. А какой вывод можно сделать? Если вы видите рекомендации вот по различным сортам растений, по группам растений, да, по видам, допустим, там для перца столько-то дней календарных нужно, для формирования рассады, для томатов столько-то, но вы все это будете выращивать под фитолампами, сокращайте вот этот срок в 2 раза. Допустим, у перца 60 дней, значит, оставляйте 30-40 дней. Вот за это время у вас все сформируется под фитолампами. Если фитоламп нет, тогда учитывайте вот эти сроки. Нет фитолампы, значит, сеем перцы пораньше, чтобы рассада успела сформироваться и чтобы получить стабильный урожай, не ждать холодов. Вот такие вот дела. Если у вас есть какие-то еще вопросы, напишите в комментариях, я буду на них отвечать. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.